WhatsApp — это незаменимый инструмент, если ты хочешь быть на связи с кем угодно и где угодно. Миллиарды юзеров, шифрование, секреты, которые не видит даже сама Мета. Казалось бы, идеальная схема, но ведь нет такой системы, которую нельзя было бы взломать, верно? Так что, можно ли хакнуть WhatsApp и посмотреть чужие сообщения? Все это делает его не только удобным средством связи, но и привлекательной целью для хакеров и спецслужб. Обещаю, будет очень интересно. Приятного просмотра. Видео сделано в информативных развлекательных целях. Вся информация взята в открытом доступе сети интернет. Цель канала лишь информировать вас о происходящем в интернете. Помните, я или моя напарница не несем ответственности за дальнейшие ваши действия после просмотра этого видео. Можно ли взломать WhatsApp? Теоретически да, но на практике это сложная задача. Разработчики внедрили сквозное шифрование, которое защищает переписки так, что их могут прочитать только отправитель и получатель. Даже компания Meta, которая принадлежит WhatsApp, не имеет доступа к этим данным. Сквозное шифрование, оно же End-to-End Encryption, это одна из самых надежных технологий для защиты сообщений. Принцип работы прост, но гениален. Каждое сообщение перед отправкой шифруется на устройстве отправителя с использованием уникального ключа. Этот ключ издается на основе сложных криптографических алгоритмов и привязан только к устройству получателя. Когда сообщение достигает устройства получателя, оно расшифровывается с использованием второго уникального ключа, который есть только у получателя. Эти ключи генерируются локально на устройствах и никогда не передаются через сервера WhatsApp. Таким образом, даже если кто-то перехватит сообщение в процессе передачи, он не сможет его прочитать без доступа к ключам шифрования. WhatsApp использует протокол Signal, который считается золотым стандартом в области сквозного шифрования. Этот протокол открытого исходного кода был разработан для обеспечения максимальной конфиденциальности данных. Его особенность заключается в использовании перфектной прямой секретности. Это означает, что для каждого нового сообщения создается уникальный ключ. Даже если кто-то когда-либо получит доступ к вашим ключам, он не сможет расшифровать всю переписку, сможет расшифровать только одно сообщение. Благодаря этому подходу Meta, даже располагая мощными серверами и огромными вычислительными ресурсами, не может прочитать сообщения пользователя. Такой метод защиты вызвал множество споров. С одной стороны, это обеспечит высокий уровень конфиденциальности, с другой стороны, правительства разных стран требуют у компании черного хода, который позволил бы читать переписки в рамках расследований. Пока Meta сопротивляется с этими требованиями, что делает WhatsApp одним из самых защищенных мессенджеров и даже сейчас, в 2025 году. Однако стоит отметить, что шифрование защищает сообщения только во время его передачи. Как только они доходят до устройства получателя, безопасность переписки зависит уже от защиты устройства. Если злоумышленник получит доступ к телефону, никакое шифрование не сможет уберечь ваши данные. Сама же компания, несмотря на техническую надежность ее продуктов, оказалась в центре геополитических конфликтов. В России Meta была признана экстремистской организацией и запрещена, хотя ее приложения, такие как WhatsApp, все еще доступны. Почему же это произошло, скажешь ты? Официально запрет был связан с обвинениями в распространении экстремистского контента. Например, в ходе конфликта на Украине Meta временно разрешила публикации, призывающие к насилию в отношении российской армии, что и вызвало негативную реакцию властей. Считается, что такие действия подрывают стабильность государства и угрожают национальной безопасности. Но есть и другие аспекты, которые могли сыграть роль. Meta, как крупная технологическая корпорация, контролирует огромные объемы данных своих пользователей. Политики и спецслужбы могли опасаться, что эти данные будут использоваться для анализа и мониторинга поведения людей, что способно раскрыть нежелательные для государства секреты. Кроме того, продукты Meta, такие как Facebook и Instagram, предоставляют платформу для свободного обмена информацией. Это может быть как инструментом для демократии, так и угроза для авторитарных режимов. Возможность мобилизации общественного мнения через социальные сети, как это происходило в ходе протестов в разных странах, вызывает опасения у правительств, стремящихся к усилению внутреннего контроля. Сама компания же отрицает обвинения в использовании своих продуктов для подрыва суверенитета стран и подчеркивает, что ее миссия заключается в объединении людей. Тем не менее, геополитические реалии усиления конфликтами привели к тому, что компания оказалась в числе организаций, вызвавших недоверие у российских властей. Этот случай наглядно показывает, как технологии, созданные для связи и общения, могут становиться объектом политической борьбы. И перейдем мы наконец к основным методам, с помощью которых все-таки возможно взломать WhatsApp. Или все же нет. Так вот, одним из самых популярных методов является социальная инженерия. Этот способ основан на манипуляции людьми, а не на технических навыках. Например, злоумышленник может отправить жертве фальшивое сообщение от имени службы поддержки WhatsApp с просьбой сообщить код подтверждения из СМС. Человек, не подозревая подвоха, сам
предоставляет доступ к своему аккаунту. Такой подход кажется простым, но он остается одним из самых эффективных подходов в 2025 году. Если социальная инженерия не работает, хакеры могут использовать вредоносное ПО. Самый известный пример — это Pegasus, разработанный израильской компанией NSO Group. Этот троян заслужил репутацию легендарного инструмента для слежки. Его невозможно найти в открытом доступе. Pegasus доступен только для правительств и спецслужб, которые используют его для слежки за журналистами, активистами, политиками и даже высокопоставленными чиновниками. Pegasus способен почти на все. Он может читать сообщения в WhatsApp, записывать звонки, включать микрофон и камеру устройства без ведома пользователя, получать доступ к фотографиям, местоположению и даже его контактам. Его уникальность в том, что для заражения устройства достаточно малейшей уязвимости, например, уязвимости в протоколе голосовых вызовов. Pegasus может быть активирован даже без ответа на звонок. Еще более пугающим является то, что Pegasus работает совсем незаметно. Пользователь не увидит всплывающих окон, странных приложений и значительного снижения производительности устройства. Это делает троян практически невидимым для жертвы. Однако есть способы заподозрить, что устройство заражено. Например, устройство начинает сильно нагреваться даже при простых задачах. У него увеличивается употребление батареи без видимых причин. Трафик интернета кажется необычно высоким. Заметны подозрительные сообщения, например, пустые звонки или странные ссылки. Чтобы подтвердить заражение, требуется профессиональный анализ. Например, Amnesty International разрабатывала инструменты для проверки устройств на следы Pegasus. Но разработал или нет, рекомендую посмотреть самостоятельно, заодно и проверить свое устройство. В 2019 году Pegasus стал причиной громкого скандала, когда выяснилось, что он использовался для взлома смартфонов сотен журналистов и активистов по всему миру. Это поставило под сомнение использование таких инструментов даже в рамках государственной безопасности. Еще одна точка уязвимости — это резервные копии переписок. Если пользователь сохраняет свои данные в облаке, они могут быть не так хорошо защищены, как сообщения в самом мессенджере. Злоумышленники могут попытаться взломать аккаунты Google или Apple, чтобы получить доступ к этим копиям. Хотя для защиты облачных данных используются сложные системы безопасности, слабые пароли или отсутствие двухфакторной аутентификации делают взлом вполне реальным. Нельзя не упомянуть и физический доступ к устройству. Если телефон оказывается в руках хакера, он может установить вредоносное ПО или просто получить доступ к приложениям. Если устройство не защищено паролями или биометрией, этот способ более прямолинейный, но требует доступа к устройству, что ограничивает его применение. Несмотря на все эти угрозы, массовые взломы WhatsApp остаются редкостью. Чаще всего цели взломов — это конкретные люди, которые предоставляют особый интерес, например, журналисты, политики или активисты. И как же защитить себя? Важно понимать, что большая часть успеха безопасности зависит от самих пользователей. Во-первых, нужно включить двухфакторную идентификацию, которая добавляет дополнительный уровень защиты. Во-вторых, не следует передавать коды подтверждения кому-либо, даже если это кажется официальным запросом. Сложные пароли для облачных сервисов и регулярное обновление приложений также значительно уменьшают риски. И наконец, стоит быть осторожным с подозрительными ссылками. Одна неверно открытая ссылка может стать причиной установки вредоносного ПО. WhatsApp остается одним из самых надежных мессенджеров благодаря сквозному шифрованию и постоянным улучшениям безопасности. Однако, чтобы защитить свои данные, нужно помнить о базовых правилах цифровой гигиены. Ваши данные безопасности ровно настолько, насколько вы сами о них заботитесь. Всем пока!